Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую я в этом видео тех, кто родился под знаком зодиака Телец. Мы посмотрим, каким же будет июнь для тельцов. Рассмотрим общую атмосферу грядущего месяца, сферу работы, финансов, личную жизнь, предостережение и совет. У нас будет одна общая позиция для всех, выбирать ничего не нужно. Итак, уважаемые тельцы и все, кто к ним неравнодушен, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее и давайте с общей атмосферы июня мы начнем. Что же несет, что же готовит июнь тельцам? Что будет в июне у тельцов? Непростой месяц, непростой, потому что нужно будет делать выбор и от чего-то избавляться. Причем, знаете, здесь вот на самом деле нужно навести порядок и избавиться от того, что мешает. И из-за того, что сложно будет сделать выбор, сложно будет избавиться от бремени какого-то, да, здесь все остальные дела, все остальные планы могут реализовываться несколько медленнее, чем хотелось бы. Тем не менее, сделав вот этот выбор, избавившись от балласта, вы обретете спокойствие, вы обретете гармонию, вы вздохнете с облегчением. На самом деле, хоть июнь будет для вас непростым, грядущие месяцы, точнее последующие месяцы, они будут для вас более такими приятными, когда, вот знаете, прям на чиле, на расслабоне, все хорошо, все замечательно. Что ждет в работе тельцов в июне? В сфере работы. В сфере работы все хорошо, все замечательно. Вы занимаетесь тем, что вам нравится. Вот вы прям на самом деле получаете удовольствие. И вот здесь как раз-таки, знаете, такая атмосфера. Во-первых, тройка кубков очень часто символизирует работу со своими. То есть либо вы работаете с родственниками, с близкими друзьями, либо же те люди, с кем вы работаете, являются вашими единомышленниками. Здесь могут напомнить о себе какие-то давние проекты, но напомнить в положительном ключе. Давние клиенты, какие-то, знаете, проекты, которые вы ведете давно. И все это в контексте легкости, в контексте позитива. Грубо говоря, вы живете и наслаждаетесь. Вы на работу ходите в июне как на праздник. На самом деле здесь вот прям сплошные кубки, да, то есть я делаю то, что мне нравится, делаю это с удовольствием и без напряжения. Работа вас действительно порадует в июне. А что с финансами? Что с финансами в июне у тельцов? Ой, с финансами все прекрасно. Посмотрите, девятка пентаклей, достаток. Идут новые возможности, постоянные финансовые поступления, плюс дополнительные возможности заработать. Полная чаша. Что хочу, то получаю. Здесь, знаете, вот прям изобилие на самом деле. Вы живете практически в роскоши. Плюс вам приходят какие-то новые возможности для того, чтобы еще улучшить ваше благосостояние. Все стабильно, все укрепляется, приносит какие-то плоды и обещает быть еще лучше. Поэтому что работа, что финансовая составляющая, просто вот прекрасные и удивительные. Что касается личной жизни, давайте посмотрим в июне у тельцов. Личная жизнь в июне. А вот личная жизнь немножко подкачала. Скорее всего, в разлуке, в расставании. Рыцарь кубков. Вы знаете, такое чувство, что есть постоянный партнер, постоянный спутник, либо потенциальный постоянный спутник, на ком было сосредоточено ваше внимание. А, вот он и выбор, вот оно и испытание. И есть тот, кто готов войти в вашу жизнь, вот знаете, новыми эмоциями.
И тот, кто был в вашей жизни, он вас в июне порядком разочарует. Вы окажетесь с ним на расстоянии. Либо вы уедете, либо он уедет, либо просто между вами образуется, знаете, вот как пропасть некая, да. Но здесь уход с последующим возвращением, здесь все вернутся. И в тот момент, пока ваш постоянный либо потенциальный партнер будет где-то в отдалении, будет вас разочаровывать, тот, кто готов вас поддержать, делает шаг навстречу. И здесь очень многое, на самом деле, будет зависеть от вас, потому что вот, это те сигнификаторы, которые мы с вами смотрели, потому что разобрали две сферы, чудесные, прекрасные. Я еще удивилась, в чем же здесь трудность, в чем подвох. А подвох как раз-таки в личной жизни. Тот партнер, до которого были нацелены вы, настроены, он вас разочарует. И период разлуки вам послужит некой такой отправной точкой для того, чтобы решить, как быть дальше. Такое чувство, что нужно будет сделать выбор, с кем же дальше, с тем, кто был в вашей жизни, или с новым рыцарем кубков, который в нее идет. И здесь выбор, естественно, будет за вами, но вы в одиночестве не остаетесь. Двойка кубков – это карта партнерства. Вас готовы слышать, вас готовы чувствовать, что один, что второй, да, без разочарований, без огорчений не бывает отношений, и действительно тот, на кого вы возлагали надежды, он вас немножко огорчит, тем не менее есть все шансы для того, чтобы прийти к любви и гармонии, возможно, от чего-то избавиться, да, то есть сделать выбор в пользу чего-то нового, либо наоборот сохранить то, что вы имели. Поэтому сфера любви здесь, конечно, требует особого пристального внимания. Давайте посмотрим совет предостережения, к чему стремиться стоит тельцам в июне. Принимать решения, полагаясь только на себя. И ориентироваться стоит, посмотрите, император, на того человека, который готов дать вам стабильность. Порой важно, знаете, взять небольшую паузу. Четверка кубков, отшельник – это такое состояние, когда нужно уединиться и побыть со своими мыслями, не слушая никого, не полагаясь ни на чьи советы. За исключением карт Таро, естественно. К ним мы можем обратиться всегда за советом. Итак, решение принимайте самостоятельно. Для того, чтобы найти ответы на вопросы, разберитесь в себе. Задайте себе те вопросы, на которые вы хотите услышать ответы. Лучше, чем вы сами, вас никто не поймет. И еще раз повторюсь, здесь нужно ориентироваться на того мужчину, который готов дать вам стабильность, семью, дом, стабильные отношения. Не стоит торопиться с реализацией каких-то планов. Карта Лилии – это медлительность. Верховная жрица у нас тоже персонаж очень неспешный. Здесь все, что вы задумали реализовать, в том числе и с личными взаимоотношениями, стоит осуществлять не спеша. Торопиться здесь ни в коем случае не нужно. А что стоит остерегаться? Чего стоит остерегаться? Смотрите, во-первых, ну, карта мир, на самом деле, она положительная. Она говорит о том, что как ни крути, все равно острые углы будут сглажены. Здесь, собственно говоря, вы ничем не рискуете. Но очень важное значение имеет для вас партнерство. И партнерство здесь не личного характера. Тройка пентаклей, шестерка пентаклей – это про деловые взаимоотношения. Несмотря на то, что в сфере работы и финансов будет все прекрасно, все легко и продуктивно, стоит уделять особое внимание тем людям, с которыми вы ведете дела. Почему? Потому что кто-то может вкладываться больше, кто-то вкладываться меньше. Вы будете стараться, а ваши потенциальные партнеры, напарники будут работать спустя рукава. Или наоборот, если
вы являетесь тем, кто предпочитает отдыхать, здесь смотрите, чтобы был баланс, чтобы не было такого, что ваши коллеги, партнеры работают по полной, а вы все-таки решили, знаете, почилить, поотдыхать, все хорошо в меру, хотя обстановка, повторюсь, будет располагать. И да, здесь те люди, с которыми вы взаимодействуете, вас готовы будут поддержать, но тем не менее здесь очень важно соблюдать баланс. Это вам как предостережение, чтобы все было поровну, чтобы все было по-честному. На самом деле, десятка кубков на обороте говорит о том, что вас окружают любящие люди, которые желают вам добра. Это ваши единомышленники, это ваши друзья, это ваша семья. Поэтому, как ни крути, несмотря на трудности, июнь для вас, уважаемые тельцы, будет благоприятным, благополучным. Самое главное, что ваша команда с вами всегда рядом и готова вас поддержать. Благодарю всех за просмотр. Вот такой получился у нас прогноз для тельцов на июнь. До встречи с вами в новых видео.